Мухтару практически удалось зацепиться передними лапами за более крепкий лед, но в этот момент санки подкатились к краю льда и пошли под воду, утягивая за собой на дно пса. Предновогоднее праздничное настроение не давало покоя детворе. Мальчишки толпой выбегали на школьных переменках во двор и устраивали снежные побоища, играли в царя горы и снежные городки, катались на ногах по раскатанным ледяным дорожкам. А потом, полностью мокрые и счастливые, отогревались на уроки и закидывали друг друга бумажными снежками. Учителя при этом строго хмурились, но совсем не сердились. До Нового года оставались считанные дни. В тот день Митька и Никита решили не оставаться на школьную репетицию, а сбежать с уроков пораньше. Быстро покидав портфели и схватив на ходу по кусочку ржаного хлеба с солью и ароматным подсолнечным маслом, побежали к реке, которая протекала за их деревней. Друзья взяли из дома настоящие магазинные санки, полученные Митькой в качестве новогоднего подарка. Мальчишки с визгом восторга запрягли в них деревенского пса Мухтара. Мухтар никому не принадлежал, жил себе на улице, но при этом страшно любил всех детей, которые украдкой от взрослых таскали ему лучшие куски из школьной столовой. Вот и сейчас компания из 2 ребят и большой собаки с криками понеслась к изгибу Оки, где была сооружена импровизированная детская площадка. Молодой и здоровый пес неопределенной породы с радостью включился в новую игру вес скользящих по льду санок. Казался ему детской забавой. Ребята кидали Мухтару палку, тот радостно несся за ней, а мальчишки падали с разлета пузом на санки и катились с бешеной скоростью, на ходу глотая снежную пыль и звонко хохоча. Митька и Никита всю свою недолгую жизнь провели в деревне, а потому прекрасно знали правила поведения на льду реки, каток для детей обустраивали взрослые в безопасном, хорошо промороженном месте реки. Но есть и опасные участки, туда путь был строго запрещен. Места, где лед даже в самые лютые морозы мог быть не очень крепким, были тщательно отгорожены досками и перевязаны ленточками. Впрочем, это было достаточно далеко, за поворотом реки, куда ходили только взрослые рыбаки, поэтому дети беззаботно веселились. Вдруг ребята заметили, как, петляя неровным следом, скачет по льду белый заяц. Мальчишки, захлебываясь от восторга, подгоняли и подзадоривали Мухтара. Но тот и сам заметил испуганного зверька. Молодая собачья кровь взыграла древними охотничьими инстинктами, и собака с огромной скоростью понеслась за добычей. Разгоряченные погоней, мальчишки слишком поздно заметили, что заяц бежал в ту сторону берега, где были опасные участки льда. Они громко кричали, пытались тормозить ногами, но санки легко скользили и летели за Мухтаром. Буквально в последние несколько секунд мальчишки кубарем слетели с санок. Пес пробежал еще несколько метров и с треском провалился под лед. Санки, прицепленные к ошейнику собаки, по инерции пролетели мимо, но, потянутые веревкой в обратную сторону, стали двигаться к краю льда. Мухтару практически удалось зацепиться передними лапами за более крепкий лед и попытаться выбраться. Но в этот момент санки подкатились к воде, жалобно хлюпнули и пошли под воду, утягивая за собой на дно пса. Если еще минуту назад их вес казался для сильной и выносливой собаки легкой пушинкой, то сейчас всей своей тяжестью они тянули вниз и мешали удержаться лапами за лед. Мухтар не сдавался, лед крошился и обламывался под лапами, ошейник туго затянул шею, а холодная вода отбирала последние силы. Первым опомнился Митька, он лег животом на лед, велел Никите сделать то же самое, после чего медленно пополз в сторону досок. Взяв одну из них, он максимально близко подвинул ее в сторону собаки. Мухтар был сообразительным псом и выбрался по доске на крепкий лед, но вытащить еще из санки ему было явно не под силу. Дрожа от холода, он лежал и тяжело хрипел, а натянутая до предела веревка, привязанная к ошейнику, не давала ему выбраться из ловушки. Ползком ребята подтащили еще несколько досок к краю льда, соединили их между собой, и Митьке, наконец-то, удалось максимально приблизиться к Мухтару. Заледеневшими руками он отцепил ошейник от собаки
и та выбралась окончательно. А Митька все не мог отпустить из рук веревку, к которой был привязан его долгожданный новогодний подарок. Он знал, что если выпустит ее из рук, то уже никогда в жизни не увидит свои новенькие санки. Обливаясь слезами, он не смог не сделать еще одну попытку вытащить их на лед и, не удержавшись на скользкой доске, слетел в воду. Холодная река раскрыла свои объятия и приняла мальчика. Жгучими иголками пронзила все тело, тяжелый полушубок намок и тянул вниз. Отряхиваясь от ледяной воды, Мухтар услышал крик Никиты и увидел, как Митька оказался в той же ледяной воде, из которой пес только что выбрался сам. Мальчик хватался за доски, но руки скользили по обледеневшим краям и не слушались. Изо всех сил Никита сам пытался подползти к краю льда, чтобы помочь другу, но лед предательски трещал, не выдерживая двойной нагрузки. И тогда Мухтар, старательно копируя движения Никиты, медленно стал приближаться на брюхе к воде. Ухватиться за лапу собаки было гораздо легче, чем за лед или доски, и после нескольких неудачных попыток мальчику удалось выбраться из ледяной ловушки. Вместе с Мухтаром они отползли подальше от края льда, и вскоре все трое были в безопасном месте. Идти до деревни было достаточно далеко, и Митька стал стремительно замерзать в сырой одежде. Никита отдал ему сухие варежки и шубейку, но это мало помогало. Прыгать и бежать, чтобы согреться, сил уже не было. По пути дети увидели сток сена и залезли туда, чтобы согреться. Почти обсохший Мухтар остался греть своим теплом замерзающего Митьку, а Никита побежал в сторону деревни, чтобы позвать на помощь взрослых. Ребятам просто повезло, что отец Митьки, возвращаясь домой с работы, встретил учительницу сына, которая пожаловалась, что ребята не просто не пришли на новогоднюю репетицию, но еще и сбежали с уроков. Поняв, что дети ушли кататься на новых санках, разозленный отец взял свои проверенные самодельные сани и резво поехал в сторону реки. На них он и привез домой обессиленного от холода Митьку. После всех зимних каникул, когда Митька окончательно вылечился от воспаления легких, родители сделали ему еще один новогодний подарок. Нет, не новые санки и даже не новый портфель с машинкой, который он когда-то очень просил. Митьке разрешили взять домой четвероногого друга Мухтара, с которым они купались в одной проруби, а потом отогревали друг друга по дороге домой. Спустя десятилетия, изрядно повзрослевший и уже седой Дмитрий Николаевич с большой теплотой и легкой грустью вспоминает свой самый лучший и главный новогодний подарок в этой жизни. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.